Рано утром красивая молодая девушка спешила на вокзал. Это было ровно 31 год назад, в мае 1991 года. Ей нужно было уехать в самый крупный город страны, Сан-Паулу, по делам из этого маленького пригорода бразильской столицы со станции Бернарду-Саяо. Поездка ожидалась приятной, время в пути 25 часов, но касса оказалась закрыта. А выйдя на перрон, девушка поняла, что последнего поезда Бразилия-Сан-Паулу больше нет. А значит, она застряла здесь, в центре Бразилии. В этом выпуске мы расскажем и покажем все самое интересное про железные дороги в этой стране. И даже прокатимся на самом длинном пассажирском поезде из двух, которые еще пока тут существуют. Государство было бы немыслимым без первоклассного железнодорожного транспорта, связывающего в единое целое его многочисленные области и районы. В этом великое государственное значение железнодорожного транспорта. Россия – самое крупное государство на планете Земля. Ее площадь составляет 17 миллионов квадратных километров. Бразилия занимает 5-е место в мире по площади – 8,5 миллионов квадратных километров. Это в 2 раза меньше, чем площадь России. Жизнь крупных государств просто невозможна без существования развитой системы железных дорог. При двукратной разнице в площади длина железных дорог Бразилии в 3 раза меньше, чем в России – 29 тысяч километров против 85. При этом в России электрифицирована половина – 45 тысяч километров, а в Бразилии всего лишь 1500. Разница составляет в 30 раз. Помимо малой протяженности железных дорог Бразилии существует еще одна проблема. Это 4 типа железнодорожной колеи. Вот здесь вот ширина колеи 1 метр. В Бразилии есть еще одна проблема, о которой в России даже не слышали. Разные владельцы железных дорог. Железнодорожный транспорт в Бразилии ведет свою историю с 19 столетия, когда было образовано множество частных железнодорожных компаний. Затем железные дороги были национализированы в 1957 году. В промежуток с 1999 по 2007 некоторые дороги приватизировали, и железнодорожными перевозками теперь управляет множество частных и государственных компаний. Дело в том, что до 1970-х годов правительство постоянно строило новые железнодорожные линии, запускало поезда, но потом все изменилось. Правительство в пассажирских перевозках решило сделать ставку на новый автодорожный транспорт. Станция Бернарду-Саяо была открыта в 1968 году. Тогда это была конечная станция ответвления от основной и единственной на тот момент железной дороги, идущей с юга на север страны. Именно на эту станцию приезжали все строители столицы Бразилия из города Сан-Паулу. Название станции получила в честь Бернарду-Саяо, человека, который спроектировал и построил часть инфраструктуры, соединившей будущую столицу с остальной частью страны. Сам архитектор не дожил до открытия новой столицы всего лишь полгода. Он умер в 1959 году. Конечная тупиковая станция этой ветки – город Бразилия. До центра тут 16 километров пути. И этот участок был построен в 1978 году, а сдан в 1981 году, через 13 лет после открытия этой станции. 16 километров за 13 лет. Потрясающе быстро. Тогда же началось и пассажирское движение до новой столицы. Но просуществовало оно недолго, всего 10 лет. В 1991 году пассажирские поезда были отменены. С тех пор станция используется только как грузовой полустанок, а старый зал ожидания и билетные кассы разделили на куски стенами и продали под квартиры. Теперь здесь живут люди.
Самое интересное, что приговор железным дорогам подписали сами железнодорожные строители, благодаря своим темпам работ. Правительство сочло темпы неудовлетворительными и решило, что намного проще и быстрее строить автодороги. С тех пор количество железнодорожных путей только сокращалось. Попали под раздачу и пассажирские перевозки. С начала 80-х годов маршруты дальнего следования постоянно сокращались. В 90-е последний поезд прошел между 12 миллионным Сан-Паулу и 4 миллионным Рио-де-Жанейро. С тех пор между этими городами ходят автобусы и самолеты. И, кстати, линия между Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – это самый загруженный авиамаршрут на всем земном шаре. Самолеты там летают каждые 10 минут. Вот именно здесь когда-то и находилась центральная железнодорожная станция столицы республики города Бразилиа. Посадочная платформа. Между ними можно было запарковаться, выйти, дождаться пассажирского поезда, сесть. Ну а это вспомогательная платформа на случай, если основной вдруг не хватило. Был огромный вокзал, строили с расчетом на будущее. А сейчас тут только одиноко грустят вагоны, в которых перевозятся сыпучие грунты и нефтепродукты. Единственное, что напоминает о том, что когда-то здесь был центральный железнодорожный вокзал, это вот граффити, где автобус встречается с поездом, рядом велосипедист с какой-то как будто бы картой, машины и пешеходы. Сейчас здесь нету ничего, только административное здание юстиции и вот та огромная оптовая ярмарка, как будто бы ее строили для того, чтобы жители из бедных регионов приезжали за редким дефицитом в столицу республики. Самая узкая колея в Бразилии оказалась, как ни странно, в столице. Вот она, ширина 1 метр. Еще один забавный факт. Поезда здесь, чтобы развернуться, делают не так, как в России. В России поезд приезжает, отцепляется головной вагон, прицепляется сзади локомотив и едет в обратную сторону. А здесь есть специальный разворотный круг. Когда-то всю Бразилию можно было проехать с севера на юг и с запада на восток. После приватизации части дорог многие новые железнодорожные магнаты решили, что дорогу выгоднее использовать как источник дешевого сырья – металла. В настоящий момент остались 2 действующих маршрута, и мы на одном из них смогли проехать. Сейчас вы видите, как выглядят настоящие пассажирские перевозки в Бразилии. Поезд идет почти параллельно экватору, вдоль 3 градуса южной широты. И в этих краях поезд – это самое холодное место. В нем всегда плюс 23 градуса. Такая климатическая норма. И после плюс 34 на улице это очень холодно, поэтому почти все ходят в свитерах. В поезде мы были в феврале месяце 22 года, и пока мы монтировали видео, пандемия уже давно закончилась, поэтому можно наконец-таки снять маски. Вот так выглядит фирменный вагон одного из 2 поездов, который ходит в Бразилии. Вагон бизнес-класса. 3 сиденья в ряд. И рядышком с нами, вот буквально там, находится вагон-ресторан. А там еще один вагон бизнес-класса. То есть ресторан между бизнесом и экономом, чтобы пассажиры, как на Титанике, ни в коем случае не переходили из отсека в отсек. Ну, такой себе идея. Наслаждаемся. Начнем обзор с тамбура. Это самый первый тамбур. В поезде 4 вагона бизнес-класса и много-много вагонов эконом-класса. Всего их больше 20. Есть раздельный сбор мусора. Ну, пластик, понятно, металл, а это несортируемый мусор, пищевые отходы и так далее. Это первый тамбур. Всякие штучки для управления поездом. И самое главное, что первый вагон бизнес-класса, в нем вообще никого. То есть, видимо, билеты сюда просто не продавались. Хотя тоже вот играет телевизор. Есть отдельная полка для багажа, но крупногабаритный багаж, например, наши велосипеды,
мы сдали в другой вагон. И видны здесь полки, куда складывают вещи пассажиры. И посмотрите, мы пройдем с вами по вагону. В вагоне нет никого. То есть абсолютно вообще никого. Пустой вагон, и это прямо поразительно. Но на самом деле все предельно понятно. Вот, кстати, схема железной дороги. Мы отправились из Сан-Луиза. И в тамбуре 2 туалета. Если в РЖД туалеты не пронумерованы, то тут есть отдельный туалет для мужчин, для женщин. Ну вот можно посмотреть, что из себя представляет туалет для мужчин. Обзор туалета. Стекло. Раковина. Под раковиной мусорная корзина. Маленький туалет. Дверь с ободранной краской. Это нечто вроде такого как бы пеленального столика, но просто, видимо, мужчины тоже могут пеленать детей. Поэтому все вполне логично. Ну и кнопка смыва. Туалеты, биотуалеты, это логично, потому что если здесь на рельсе в таком климате, да, написано «воду не пить». Внизу мыло, антисептик. Я надеюсь, я нормально все дело показал. Вода, видите, вода работает. Все смывается. Ну, то есть, в принципе, вполне сносно, все классно. Вот, мужской, женский туалет. Каждая станция, на самом деле, достаточно долго идет установка, потому что нужно всех загрузить, всех выгрузить. И видно, что некоторые пассажиры лежат, прям спят. Ну, логично вполне. В поезде еще не полная посадка, хотя с билетами было туго. Вот наша Тигра. Тигра, что ты можешь сказать про местную железную дорогу? Очень медленно. Рядом с дорогой прям вот идет или дорога другая автомобильная, или очень-очень близко подходят кусты, и они иногда прям даже по стеклам бьют по корпусу поезда. Давайте пойдем посмотрим, что там дальше. Первый из 4 технических вагонов – это 2 в одном. Гигантский рефрижератор и та самая кухня, превращающая мясо глубокой заморозки во вкуснейшие стейки. Вагон выполнен в блестящих серебряных тонах, как символ чистоты и великолепия. «Нашу еду можно есть, ты же сам все видишь». Такая мысль должна напрашиваться после посещения этого вагона. Но по факту тут видны только парадная стойка выдачи заказов и собственное отражение в зеркальных стенах. Чтобы люди не толпились, проходили быстро и не мешали службе питания, ширину прохода сделали почти в 1 метр. В российских поездах таких проходов просто нет. Может, тут просто больше думают о клиентах? Следующий вагон. Это вагон, в котором люди сидят. Есть специальное место для инвалида. Это вагон-ресторан, где едят. Но самое интересное здесь, что на каждом столе находится табличка, где сказано, что не больше 20 минут. То есть засиживаться здесь нельзя. Пришел, посидел, поел. Здесь даже места, видите, место 7, место 9. Вот, пришел, посидел, поел и ушел. Соответственно, ребята чего-то едят. Это типа барной стойки. Можно купить здесь, известные воды, видите, кола, фанта, бом джизус, гуарана и прочие напитки и еду. Здесь можно все заказать. Вот лежит такая вот менюшка. Да. Есть специальная для женской гигиены, для детей. То есть это вагон-ресторан, собственно. Следующий вагон. Я говорю, РЖД от такого как бы обилия места, они бы сказали, как такое возможно? А здесь нормально. Смотрите. Это купе, видимо, купе начальника поезда, какое-то переговорное, непонятно. Дальше идет место для где сидят люди на случай, если там кто-то заболел. Короче, изолятор по-нашему. Следующее, тут что-то затемнено, непонятно. Вот это вагон специально, часть вагона специально для инвалидов. То есть инвалиды-колясочники могут здесь пристегнуться, да, вот такие вот поручни для них. То есть места специально для инвалидов-колясочников. Также схемка пути, вот все показано, что откуда едет, нам до сюда. Следующий вагон, казалось бы, вроде все, да, туалет для инвалидов. Он явно попросторнее. Тут прям можно развернуться, унитаз, поручни. Все то же самое, внизу
мусорное ведро. Вот как выглядит этот вагон. Таким образом, уже у нас есть 3 каких-то специальных вагона. Казалось бы, нет, это еще не все. 4-й специальный вагон. Это вагон, в котором хранятся здесь всякие ресторанные принадлежности. Здесь хранится компьютер. И тут у нас место складирования багажа. Написано тарифы зачем-то, но, видимо, для платного багажа. Потому что норма бесплатного провоза багажа 35 килограмм на человека. Тут никто не проверял, но это не важно, сколько мест. Важно, чтобы 35 килограмм. Вот 35 килограмм есть, окей. Сколько это сумок, неважно. Велосипеды упакованы бесплатно. Это большой плюс. Давайте зайдем в багажный отсек, посмотрим, что там. Ух, какой большой багажный отсек. И никого нет, соответственно, можно багаж получить. Пекс. Вот это все багажный вагон. Зачем это? Ну, вот для этого. То есть мы уже насчитали с вами, мы насчитали 4 служебных вагона, да? Вагон, где хранится еда, холодный цех, вагон, где кушают, вагон там для инвалидов там и так далее, и вот этот большой багажный вагон. Это очень много. Да. Мне показали, чтобы я масочку надел. А дальше начинаются вагоны эконом-класса. Их очень много. Давайте пройдем посмотрим, сколько их. Их действительно много. Чем отличается от бизнес-класса? Видите, 2 сиденья с одной стороны и 2 сиденья с другой стороны. Розеточки уже на стеночках. Также есть столы. И на время пандемии было написано, чтобы типа соблюдали соцдистанцию. Сиденья не откидываются. Вот. И также есть туалет женский, мужской. Вот. Забудьте про электронную тетю с ее «осторожно, двери закрываются». Тут это живой человек. Вот что я думаю об этом поезде, я могу сказать, что поезд очень интересный. Я не дошел до конца, потому что там очень много вагонов эконом-класса, они дальше одинаковые абсолютно. Но в целом, если вагон не заполняется, то его не отцепляют. В РЖД вы сказали, как? Зачем возить пустой вагон? Это же ветер. Но логика здесь проста. Вот сами посудите, у вас всего лишь один поезд. У вас, если поезд один, он ходит туда-сюда, то есть он с 8 утра до 23:55 идет в одну сторону, на следующий день он возвращается. 3 дня в неделю он идет туда, 3 дня в неделю он идет обратно, и 1 день в неделю он отдыхает. Какой смысл вам отцеплять вагоны? Ну, в вагоне-ресторане народу больше не прибавилось. Можно посмотреть, всего лишь 3 стола заняты. Зачем сюда ходить? Можно все заказать, и вам привезут прямо к месту. Прямо к месту. Очень-очень удобно. Итак, нам принесли из вагона ресторана еду, которую мы заказали. Принесли в 11:20, хотя мы заказали на 11, но это рыба, прям написано, что это рыба на 1 персону на пакетике, номер места. Значит, дали 2 стаканчика пластмассовых. И те, кто ездит и питается в вагоне РЖД поездами, пусть завидуют. Тут нас было 2, они продумали, положили столовые принадлежности на 2. Это пол-литровая бутылка холодной воды. Видимо, есть какой-то завод, который производит бутылки именно в такой форме, и на крышках пишут разные вещи. Например, в городе Джерикоакуара, мы здесь видели, я люблю Джерикоакуара. Так, это салатик. Но мы его не заказывали. Мы его не заказывали, да, но, видимо, он входит. дополнительно. А может, просто бонус от компании, не знаю. Огурцы, помидоры, лук и, видимо, какой-то... что-то... Ух ты. Ёшкин, матрешка. Это точно рыба? Ну, вроде да. Вроде рыба, да? Да. Ну, пахнет вообще рыбой. Скорее рыбой, чем не рыбой. Риса просто дофига. Но заказывали только рыбу. Нет, ну это типа 600 грамм должно весить, но это явно весит больше, чем 600 грамм, прям точно. Окей. Что хочу сказать. Там есть такая вещь в меню, как дополнительный рис за 5 реалов.
Это сколько тогда было бы риса? Новые приборы такие креативные. Неплохо. Да. Точно рыбу? Попробуй сначала рыбу. Это, сейчас попробую это. Ладно, желе какое-то. Что это? Я не понял, что это. Так, рыбу. Да, это рыба. Это рыба. Риса просто дофига. Короче, Отлично, едимся. жрёмся. Кетчупа не хватает. Вот такой вот обзор поезда. Я надеюсь, вам понравилось. Самое для меня, конечно, необычное, что 4 вагона уходят впустую. И то, что люди всегда едут лицом по направлению к движению. Вот мы видим, что к Тигрюше кто-то подсел, да, Тигрюш? Ну, девочка маленькая подсела. Здорово. Вот, ну ничего, захочешь, поменяемся, как тепло. Ты хотела бы, чтобы в России были такие же поезда? Нет, Почему? в них нельзя без билета кататься. Без билета? А ты часто едешь без билета между Москвой и Питером? Нет. Нет, Не впервые часто. не часто, я тоже вот не часто. На самом деле, в каждой стране свои поезда, но то, что такое сохранилось еще в Бразилии, и мы можем здесь покататься, это здорово. Почему железные дороги в Бразилии проиграли битву за пассажиров, а в России и Европе нет? Этому есть много причин. Мы выписали основные из них. Неудобная инфраструктура. Это и станции вне центров городов, очереди на посадку, когда все попадают в поезд через такой узкий проход. И тут Россия пошла по неправильному пути со своим вот этим театром безопасности, со всеми сумочки и рюкзаки на ленту ставим. Еще в России города росли вокруг станций. А тут часто железная дорога умышленно обходила город, потому что в городе земля была в частных руках. Медлительность железной дороги в сравнении с другим транспортом. Железные дороги ломятся от пассажиров, когда путь по рельсам или сопоставим со временем поездки на самолете, автобусе, автомобиле, или быстрее. Вот в Европе прекрасные дороги, но высокоскоростные поезда идут еще быстрее, а в России часто дорог просто нет. Поэтому даже медленный поезд – это сильно быстрее, чем трястись по кочкам и ямам на дороге. Да, вспоминая свои поездки на даче. Отсутствие регулярного и понятного расписания и малое количество станций и платформ. Значит, пассажирам сложно быть уверенными, что если понадобится в другой город или деревню, то железная дорога их точно выручит. И как следствие, не такая густая сеть железных дорог. Если нет уверенности, что из города А в город Б можно точно проехать на поезде, то проще сразу выбрать другой транспорт. Пару лет назад правительство Бразилии приняло новую программу по строительству более 3500 километров железных дорог и модернизации старых. Но когда я спросил у нашего друга из Бразилии, что нужно сделать, чтобы попасть на эти самые новые железные дороги и прокатиться там, помнишь, что он мне ответил? Тебе нужно стать похожим на сою или железную руду. Да, вы смотрели нас на канале в центре Бразилии. Дует ветер свободы, поднять паруса.